Вы на канале «Это вкусно». Сегодня приготовим 3 закуски из кабачков. Они абсолютно разные, но каждый рецепт по-своему вкусный. Первый и самый быстрый рецепт – это маринованные кабачки. Для него мне понадобится 2 средних кабачка, 15 грамм соли, 20 грамм сахара, 20 мл уксуса, 50 мл растительного масла, 2-3 зубчика чеснока, зелень и перец чили. У кабачков отрезаю хвостики и при помощи овощечистки нарезаю на тонкие слайсы. Обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять этот рецепт, и нажмите на колокольчик, тогда вы точно не пропустите следующие видео. Кабачки старайтесь брать плотные и молодые, чтобы не было крупных семян. Если остается мягкая серединка, которая не нарезается, то я ее использую в другом блюде, например, добавляю в кабачковые оладьи, икру или соус. Вот такие полоски получились. Но можно также нарезать кабачки тонкими колечками. Чем тоньше, тем быстрее они промаринуются. Добавляю соль, перемешиваю и дам постоять им минут 10-15, чтобы вышла лишняя влага из кабачков. А пока приготовлю маринад. В тарелку выдавливаю чеснок, добавляю острый перец. У меня он измельченный, но можно нарезать целый, а также использовать хлопья острого перца. Выливаю уксус, добавляю сахар, перемешиваю и вливаю растительное масло. Нарезаю мелко зелень. У меня укроп и петрушка, но можете добавить кинзу или любую зелень на ваш вкус. Отправляю зелень в маринад и перемешиваю. Кабачки пустили сок, его нужно слить. Слегка отжимаю кабачки, чтобы не повредить их, и сливаю сок. Перекладываю кабачки в маринад. Аккуратно перемешиваю. Накрываю тарелку пленкой и ставлю в холодильник на 1 час. Кабачки получаются хрустящие, вкусные и ароматные. Я советую вам готовить сразу 2 порции. Вторая закуска – очень вкусные палочки из молодых кабачков с нежной мякотью и хрустящей корочкой. Готовятся они очень просто, быстро, а главное, что ничего не нужно жарить. Итак, у меня сегодня 4 молодых кабачка, 2 яйца, 50 грамм муки, 100 грамм панировочных сухарей, пол чайной ложки сушеного чеснока, пол чайной ложки паприки, 1 чайная ложка прованских трав, соль и черный перец. Кабачки разрезаю вдоль на 3-4 части, затем пополам. Формирую вот такие брусочки. Перекладываю их в кастрюлю и засыпаю мукой. Добавляю немного соли и черного перца. Хорошенько перемешиваю и убираю в сторонку на время. Беру 2 мисочки. В одну разбиваю 2 яйца. Хорошенько их размешиваю. А во вторую всыпаю панировочные сухари и специи. Тоже перемешиваю. Окунаю палочки сначала в яйцо, затем панировку и выкладываю на противень, застеленный пергаментом. Выпекаю в разогретой до 220 градусов духовке 15-20 минут. Пока кабачки запекаются, я приготовлю соус. Мне понадобится 3 столовые ложки майонеза, 2-3 зубчика чеснока, укроп и петрушка. Зелень мелко нарезаю и добавляю к майонезу.
Чеснок выдавливаю через пресс. Все перемешиваю и заправка готова. Кабачки тоже готовы. Перекладываю их на тарелку и подаю с соусом. Попробуйте, очень вкусно. И еще один рецепт. Это фаршированные кабачки. Для них мне понадобится 3 кабачка весом 600 грамм, 1 луковица, 1 помидор, 500 грамм курицы, 70 грамм сыра, 50 миллилитров сливок или сметаны, соль, перец и смесь специй. Отрезаю хвостики у кабачков, разрезаю их пополам и удалю немного мякоти при помощи ложки. Чтобы при запекании половинки кабачков устойчиво стояли и не вытекал сок, я срежу тонкую полоску со дна. Так они устойчиво стоят и не клонятся. Фаршировать кабачки я буду уже готовой обжаренной начинкой, поэтому, чтобы сами кабачки успели приготовиться, я отправлю их на 3-4 минуты в микроволновку. Можно также их бланшировать в кипящей воде или запечь в духовке минут 10. Как вам кажется проще, так и поступайте. Вот такие кабачки получились за 3 минуты в микроволновке. Они остались плотные, но в то же время они немного смягчились. Пока пусть остынут, а я приготовлю начинку. Мне нравится использовать в этом блюде курицу. У меня сегодня филе бедра. Нарезаю его маленькими кусочками. Также нарезаю лук, помидоры. И натру на терке сыр. Сыр любой, который хорошо плавится. Разогреваю в сковороде растительное масло. Отправляю туда курицу и обжарю немного, минут 5. Затем добавляю лук и жарю все до золотистого цвета. Это тоже не более 5 минут. Добавляю соль, свежемолотый черный перец и смесь сухих специй. У меня это чеснок с томатами и базиликом. Добавляю свежие помидоры и еще немного итальянских трав. И, кстати, вместе с помидорами можно добавить мелко нарезанную мякоть кабачка, которую мы вытащили с середины, но я ее использую в другом блюде, поэтому не добавляю. Через пару минут вливаю сливки, но можно добавить и сметану, особенно если она домашняя. Еще пару минут и готово. В форму для запекания укладываю кабачки, подсаливаю их немного и добавляю перец. Распределяю начинку. Сверху выкладываю натертый сыр. Отправляю в разогретую до 200 градусов духовку на 10-15 минут. Готово! Это очень ароматно, сочно и вкусно. Обязательно приготовьте. Мои любимые рецепты блюд из кабачков смотрите в этой подборке. Все очень вкусно. Понравились сегодняшние рецепты? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно.